Ну что ж, бой Наруто в Барионе против Ишики практически завершен. Это значит, что главное событие аниме Боруто в этом году уже показали. Но на самом деле это только начало, и следующие серии будут не менее интересными. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о будущих событиях в аниме Боруто. И поверьте, радостными они точно не будут. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли глаз Наруто в режиме отшельника в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди символ Академии Ниндзя и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Я думаю, большинство из вас уже посмотрели 217-ю серию Боруто, и надеюсь, хоть в этот раз вы наконец-то не были разочарованы рисовкой и анимацией. Серия получилась очень годной и эпичной, но за такой эпик авторы пожертвовали очень многим, а зрители, которые не читают мангу, не знают, насколько все печально, но об этом чуть позже. Давайте по порядку. Серия закончилась на моменте появления Каваки перед Ишики, у которого примерно осталось не целых 2 минуты, чтобы вновь передать свою карму Каваки и умереть со спокойной душой. Сам же Каваки не имеет ни малейшего желания снова становиться его сосудом, но так как под угрозой жизнь Наруто, он не может просто прятаться и ждать, когда Ишики умрет. Вообще, после всего этого очень мало верится, что Каваки в будущем станет плохим. Нам уже четко дали понять, что Наруто для него все. Он спас его от Ишики, принял его в свою семью, относился к нему как к родному сыну, в то время как Ишики постоянно его избивал и убивал тяжелыми тренировками. Простыми словами, Каваки был в аду. И сейчас жизнь Наруто по факту в его руках. Либо он будет ждать, пока Ишики умрет и убьет Наруто, либо он снова станет его сосудом, но спасет жизнь 7-му Хокаге. И вот перед Ишики появился Каваки. Тот, не раздумывая, сразу же бросается к нему, чтобы внедрить карму, так как времени почти не осталось. В манге Каваки использовал стихию огня, чтобы хоть как-то ему сопротивляться. В аниме, скорее всего, эту сцену немного растянут, но итог все равно будет один. Ишики поймает Каваки и начнет распаковку кармы в его тело, после чего сам Ишики потихоньку начнет превращаться в прах. Однако неожиданно карма на теле Каваки исчезла, и если вы думали, что в этом моменте у Ишики были не все в дома, то вам нужно будет посмотреть 218 эпизод, потому что для Ишики он является последним, по крайней мере последним при жизни. Дух его некоторое время все же будет жить. Карма из тела Каваки исчезла по той причине, что он использовал теневого клона, чтобы обмануть Ишики, и ему это идеально удалось. Он умер по факту от своего же сосуда, который использовал дефолтного теневого клона. Это, конечно, хорошо, что Ишики все же удалось уничтожить, однако нам так и не показали его предысторию. Есть еще много вопросов, на которые мы так и не получили ответы. Как, например, называется его дадзюцу и как он вообще его получил? Как Кагую в базе удалось застать врасплох Ишики и оставить его при смерти? Напомню, что это было до поедания плода. Вопросов много, а ответов, как всегда, нету. Хотя лично я думаю, что ответы мы получим, и возможно это расскажет сама Кагуя. Единственная после Ишики, кто знает всю правду. Рассказ Амадо – это минимальное воображение, как все было, хотя по факту он сам мало что знает. Историю с Ишики могут влепить когда угодно. В Наруто-версии это нормальное явление, когда посреди самого эпичного момента начинает экранизировать чью-то историю, поэтому это лишь вопрос времени. Как вы поняли, в следующей серии Ишики умрет, но самое интересное только впереди, потому что все забыли про Боруто, а именно про Мамашики внутри его тела. Как и в бою против Боро, Бориску хорошенько отмудохали, и тот просто отрубился. А это значит, что теперь его тело полностью под контролем Мамашики. И как вы думаете, что он первым же делом сделает? Конечно же, уничтожит Риннеган Саски, главную проблему всех у Цуцуки, которые с ним сражались. Но если так подумать, то он просто вернул старый должок. Глаз за глаз, и это в прямом смысле. Единственный вопрос, который возник у меня при чтении манги, это почему Мамашики не помог Ишики. Чела из одного клана.
друзья, но по факту они враги. Как говорится, каждый сам за себя. Вот вам и вся суть клана Оуцуцуки. Он мог спокойно захватить тело Бориса, как только он вырубился, и помочь Ишики. Но он же ведь не настолько тупой, чтобы помогать своему прямому конкуренту в борьбе за плод божественного древа. Логично. Поэтому он ждал, пока Ишики умрет или передаст карму Каваки. Именно для Момошеки разницы нету никакой, потому что по его плану Каваки в любом случае станет кормом для Десятихвостого, а Ишики в любом случае умрет навсегда. Хотя припоминаю, как только вышла 53 глава, и все ожидали встречи двух Оуцуцуки, которые будут сражаться вместе. Но все гораздо сложнее, чем мы тогда думали. Саски и Наруто лично увидели, насколько на данный момент опасен Боруто. Особенно это ощутил на себе Учиха. Минус 1 глаз и по факту минус 2 дадзюцу сразу, то есть Мангёкью и Риннеган. Не было левой руки, так нету теперь и левого глаза, в котором была чуть ли не вся его сила. Мне вот интересно, как этот момент будет показан в аниме. Все же кунай в глаз – это достаточно жестокий момент по меркам Боруто. Но надеемся, что все будет так же, как и в манге. С Наруто дела тоже очень плохи. Из-за использования Бариона он также вырубился. Но в своем подсознании он встречается с Курамой, который пришел попрощаться с Наруто. Скорее всего, эта сцена будет в 219 серии. И по факту это их последний разговор. Наруто и Саски в конечном итоге потеряли основные источники своей силы. Однако с Учихой дела куда сложнее, нежели с Наруто. У него остался лишь один Мангёкью и по факту все. Стоит ему уже задуматься наконец-то о руке из клеток Хаширамы, которая ждет его уже не 1 год. Но по причине дисбаланса сил дуэта, сюжет не позволяет Саске восстановить себе руку. С Наруто все проще. Кроме Курамы, у него остался режим Мудреца 6 путей, а после встречи с Хагарому это стало основной его силой, при том, что у него появилась способность самому вырабатывать чакру 6 путей, поэтому с Наруто дела не такие уж и плохие в плане силы. Однако то, как силу 6 путей занижают в Боруто, то радоваться особо и нечему. Но на данный момент можно смело сказать, что Наруто сильнее Саски, и это факт. Но ни один из них уже не является полубогом. Особенно сделаю акцент на Саске, потому что сейчас он очень сильно сдал. Однако все это можно изменить одной лишь рукой из клеток Хаширамы. Вопрос лишь в том, как быстро пробудится его уже собственный Риннеган. Ведь Саски еще реинкарнация Индры, и восстановив свою руку, он соответственно и восстановит чакру Хагарому. Ну, я думаю, вы все хорошо понимаете, какой потенциал на данный момент имеет Саски. В плане потенциала здесь уже дела хуже у Наруто, потому что свой собственный Риннеган он иметь никогда не сможет. Но в любом случае, если новую силу получит один, то и второй тоже. Кишимото никогда не будет делать кого-то из них сильнее. Режим Барион учитывать не будем, потому что это временная сила, а не на постоянной основе. В принципе, на этом у меня все. Ждем, когда выйдет 218 серия. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, оценивать ролик лайком или дизлайком. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. За паблик в инстаграме и беседочку в дискорде также не забывайте. Все нужные ссылки будут в описании. А я желаю всем удачи и всем пока.